Когда два взрослых человека встречают друг друга и решаются сформировать семью, однажды они приходят к мысли, что их семья должна стать больше, чем они двое. И эта история будет именно об этом. Сейчас я расскажу вам, как двое отчаянных смельчаков, которых зовут Слава и Оля, решили подарить жизнь одному прекрасному человеку. И отправились ради этого на другой конец планеты, чтобы один человек родился в новом, прекрасном мире, полном возможностей для него, в мире, свободном от границ. А имя этого человека – Попов Хенри Виктор. И он был рожден в Аргентине. И я надеюсь, что он, то есть ты, сынок, смотришь этот фильм, потому что это вторая часть нашего фильма «Вырастешь, поймешь», которую мы с твоей мамой снимали специально для тебя. И я скажу это уже во второй раз. Добро пожаловать в январь 2023 года. Мы с твоим дядей только что вернулись с мотопутешествия по индонезийскому острову Ява, фильм о котором вышел первым. И дядю мы оставили на Бали, чтобы он охранял нашу собаку Манис. Они прилетят к нам в Аргентину, но это будет уже в следующем фильме. А сегодня нам предстоит начать одно из самых сложных и самых незабываемых для нас путешествий. Мы с твоей беременной мамой и тобой в животике полетим из Индонезии в Аргентину, и наш маршрут будет протекать через любимый город твоей мамы – Сингапур. Следом мы погостим 3 дня на Гавайях, а потом даже задумаемся о том, чтобы остаться жить в Америке. Но в этот раз мы не изменим своим планам и все-таки долетим до Буэнос-Айреса, города, в котором ты и должен был родиться. Но не всем планам все-таки суждено исполниться. Ну а с этой точки давай начнем, наконец, наше путешествие. Пробуем заново, снимаем по новой. Что мы хотим рассказать? Мы сейчас с твоей мамой едем тебя рожать. Как бы это странно ни звучало. Поэтому это будет фильм о том, как ты появлялся на свет. Мы сейчас на Бали и отправляемся в сторону Буэнос-Айреса. Поехали. Летать на 8-м месяце беременности – это то еще удовольствие. Твоей маме даже короткий перелет с Бали в Сингапур дался очень непросто. Я не знаю, как там у вас в будущем, но у нас тут в прошлом, чтобы долететь с Бали до Буэнос-Айреса, нужно потратить почти неделю жизни. 5 пересадок. То первый полет прошел замечательно, на самом деле. Я не отекла, потому что мы забыли компрессионные чулки. Я думала, что я умру, я не смогу наступать на ноги, как все говорили в мамских чатах. Но я жива, и бодрячком, и даже огурчиком, поэтому идем смотреть мой любимый мегаполис. И я хочу тот супчик. Короче, я просто очень сильно люблю Сингапур. Это реально самый лучший город на планете в плане вот как он сделан. Здесь все так зелено, чистенько, красивенько, удобно, понятно, интернационально. Вот как еще более человечно сделать, я даже не знаю. Но ты просто выходишь, и у тебя все четенько-причетенько. Настолько чисто, что везде валяться можно. Все удобно. Все, вот даже идиот разберется, понимаете? Почему так нельзя везде сделать? Вот ты смотришь успешный пример и просто повторяешь. В чем проблема? Я вынужден перебить твою мать. Она не привыкла еще, что мы пишем для тебя это видео, поэтому она может к тебе обращаться на «вы», не обращай внимания. Сингапур на самом деле очень красивый и удивительный город. Еще 60 лет назад он был просто рыбацкой деревней, а уже в 90-е он выглядел вот так. Это одна из самых маленьких стран в мире, которая совершила экономическое чудо. Одним простым действием. Точнее 2. Тоталитарная борьба с коррупцией и самый низкий в мире налог для иностранных компаний. Как результат, туда хлынули огромные иностранные капиталы, которые позволили стране превратиться в то, что мы видим сегодня. Короче, добро пожаловать в Сингапур. Вот эти здания все, это небоскребы. Хотя у вас, наверное, в будущем там во всем мире уже небоскребы. Чем я вы-то пытаюсь. Вот. Ну, в общем, здесь 20-30 лет назад особо еще не было такого ничего. Или было, я историю не знаю. Я знаю, что лет 50 тут ничего не было точно. А вот 20-30 уже, может быть, было. Ну, не суть. Суть в том, что как бы... Блин, а у вас что реально будет там через 20 лет? Типа везде будут небоскребы или так же, только вот в таких местах? Мы тут были 3 года назад. За 3 года ничего не поменялось, хотя, казалось бы, город
должен был стать самым развитым ну, самая цивилизация, главная на планете должна была тут стать, потому что тут у них как в Аватаре вот этот лес. В общем, дело как обстоит. Мы гуляем по Сингапуру, и я хожу между деревьев. Это, в общем-то, вся информация, которую я хотел передать в этом кусочке, отрезочки видео. Вот, поэтому... Поэтому наш один день в Сингапуре подошел к концу. И нас ждал довольно утомительный 15-часовой перелет. 7 часов до Токио с часовой пересадкой и еще 7 часов до Гонолулу. Кто же знал, что мы попадем в машину времени? Мы вылетаем из Токио, и в 8 утра мы прилетаем на Гавайи. 17 января. То есть в 8 вечера 17 января мы вылетели из Токио, и в 8 вечера и в 8 утра 17 января мы прилетели на Гавайи. Это ли не путешествие во времени? А нам говорили, что их нету. Хотя у вас уже, возможно, есть. У вас, наверное, в будущем уже все вот так устроено, а здесь вот такая таможня. Просто подходишь, автоматически выходишь. Кстати, в Америке, по-моему, такая же. Мы такое видели только в Сингапуре, только в Америке, в нашем времени. Вот. А еще из-за тебя, между прочим, хорошо много проблем. Ты постоянно активничаешь, пинаешься. В ребра мне пинаешь. Продолжай. Продолжай разговаривать. А еще меня в локоть тебя заставляют записывать. Пожелаешь, ладно, пожелаешь на Гавайях что-нибудь красиво. Алоха пожелаю, да. Вот. Я в целом жива-здорова. Мы проделали 1/3 пути. Ты ведешься очень плохо, пинаешься, капризничаешь и заставляешь меня менять положение. Я пока не то, что что-то поняла, но туалет интересный. Иди, сходи, посмотри. Проведи экскурсию в мир будущего. Аэропорт Токио удивил Олю своими технологиями. Снять их я, конечно же, не успел. Мы еще не знали, что это был далеко не самый тяжелый перелет, но об этом позже. А пока давай погрузимся в наши самые завораживающие 3 волшебные дня на Гавайях. Ну что, мы на Гавайях оказались 2 часа назад. Уже взяли машину, уже поели и ничего из этого не снимали, потому что просто не получилось. Вот, вроде есть желание спать, вроде нет желания спать, но мы сейчас поедем точно куда-то кататься, смотреть красивые места и делать какие-нибудь видео, потому что время очень ограничено здесь, и здесь очень круто, мне нравится, хочу тут жить, все, пока. Не могу сказать, что Гавайи нас удивили, потому что Гавайи нас поразили и влюбили в себя. Я вообще боялся, что нас не пустят на границе, потому что когда мы впервые прилетели в США за 2 года до этого события, нас 2 часа допрашивал пограничник в аэропорту Нью-Йорка, а после этого мы пробыли в Штатах по турвизе целых 2 месяца. И моя тревожность накрывала меня с каждым километром нашего приближения к Штатам. Но на Гавайях все как-то иначе, по-легкому. И офицер погранслужбы за 2 минуты пропустил нас со словами «Алоха, welcome to Hawaii». В первый день мы мало что смогли посмотреть. Из-за джетлага нам очень хотелось спать. Но восторг от этого места только усиливался. Ну что, ведем репортаж из рая прямой. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы приехали на Гавайи. Мы на Гавайях. Я хочу сказать громко. Алоха, но я это, наверное, сделаю завтра, потому что состояние говна. А сейчас мы идем купаться в Тихий океан. Очень уставшие, очень убитые, но счастливые. Вот все. На самом деле я Бенджамин Баттон. На второй же день мы оттянулись по полной. С раннего утра мы прыгнули в машину и поехали колесить по Гонолулу. Целью нашей в тот день был знаменитый парк, на фоне которого снимали сцены парка юрского периода. И знаешь, что самое обидное? Только что я нагуглил, что вот, когда мы спали на этой самой парковке, это была парковка возле кратера вулкана, внутри которого почти весь этот самый юрский парк и снимали.
а мы в него не заехали. Он был закрыт в этот день. Ладно, когда-нибудь, сын, я и тебя сюда привезу. Обещаю. Ты-то, наверное, здесь у нас отдыхаешь-то теперь, ну, хотя бы раз в год, да? А мы-то здесь сейчас первый раз, и для нас это все типа вау. А ты на нас смотришь, на наши недовольные морды сейчас, когда мы тут уже ко всему привыкли, когда нам тут уже все не нравится, и мы хотим чего-нибудь более изощренного. Вот, и думаешь сам, наверное, так про это место. Но на самом деле, вот запомни, когда мы здесь были в первый раз, нам здесь было вот так. Как бы там ни было, но на главную достопримечательность Гонолулу мы все-таки попали. Вот она. Ну что сказать? Я даже не знаю, какими словами все это можно описать. Вот это безумно красиво. И рай, он на земле уже. Не знаю, куда там все стремятся, но я бы на месте всех стремилась на Гавайи. Безумно красиво. Это невероятная природа и атмосфера. Здесь все такие культурные, адекватные, никто никому не мешает. Здесь нет никакой толкучки. Здесь никто не ведет себя нагло. Здесь максимальная адекватность. Здесь чисто, все аккуратно, все цивильно, все сделано для людей. На третий день мы задумали и вовсе объехать весь остров вокруг, чтобы успеть посмотреть как можно больше до отлета. И разрази меня молния, это был великолепный роуд-трип. Гавайи — это как будто кто-то взял твои screensavers и без фотошопа поместил в реальность. Люди там живут очень размеренно и счастливо, что очень нетипично для материковой Америки. Я покупал хот-доги у мужчины, который их там в одном и том же месте уже больше 20 лет продает. Вот это выдержка у человека, конечно. Хотел записать включение, наверное, больше для самого себя, для себя в будущем, когда-нибудь, когда я буду где-то грустный, недовольный или еще что-нибудь, чтобы я это посмотрел и понял, что жизнь на самом деле прекрасна. Возможно, просто ты сейчас, ты находишься не в том месте, где надо. Мы проснулись сегодня в очень подавленном состоянии, я, по крайней мере, потому что мы вчера не могли долго уснуть. Я вышел на улицу, чтобы купить кофе из Старбакса. Они впервые в истории написали мое имя правильно. Я смотрю на людей, я понимаю, что они все ходят, улыбаются, шутят. Им очень здорово, им классно. И я понял, что не суть в том, кто ты. Суть в том, наверное, где ты, потому что очень влияет на твое внутреннее состояние то, какие люди тебя окружают и как они себя ведут. Сегодня я даже не общаюсь с позитивными, улыбчивыми американцами, которые, может быть, и не такие уж и позитивные, но их менталитет просто делает все вокруг так, что ты хочешь улыбаться сам, потому что они все доброжелательные, все хотят пошутить как-то, проявить внимание, сделать комплимент. Ты на это смотришь, ты заряжаешься этим, ты заражаешься этим, тебе хочется делать так же. Если я однажды буду грустить, и если мне будет плохо, если мне будет скучно, если мне будет не очень, то я очень рекомендую себе пересмотреть этот отрывочек, потому что он должен пробуждать в тебе всегда желание и желание жизни, и желание быть счастливым, потому что счастье — это и есть жизнь. Каждая секунда твоей жизни — это и есть счастье. Если ты этого не понимаешь или если ты этого забыл, вспомни просто, что было в твоей жизни, и представь, что еще может быть намного больше всех этих хороших моментов. Но как бы грустно это ни было, все хорошее заканчивается. Вот и наши 3 замечательных дня на Гавайях закончились. Закончились 3 волшебных, чудесных, прекрасных, замечательных, самых лучших дня в этом году. Второй раз это говорю за этот год, а только январь. Вот. Закончились эти дни. Мы сейчас отправляемся дальше в аэропорт. Мы уже в аэропорт. Поэтому мы сейчас полетим в Буэнос-Айрес через Лос-Анджелес, через Панаму. Нам лететь 26 часов, мы умрем. Будем уставшие, как последние человеческие отродья. Но будем довольны, потому что эти 4, можно сказать, дня и 3 прекрасные ночи на этом чудесном райском острове оставили неизгладимые впечатления на нашей жизни. И мы теперь точно знаем, что мы знаем, куда нам надо двигаться вперед. Вот. Поэтому пойдем лететь. Улетать мы не очень хотели. Очень уж нам понравились Гавайи. Но позволить себе остаться там мы не могли.
Во-первых, потому что были четкие планы по поводу твоего рождения. Во-вторых, мы были уверены, что просто не потянем пока жизнь в этом райском уголке. А лично у меня настроения такие, что не хочется улетать с Америки. Оля вот тоже кивнула, значит, у нее такие же настроения. Давай. Да нет, в принципе, с Америки. Нет, давай. Сейчас посмотрим, что там за настроение в Аргентине. И если там будет хорошо, то будет хорошо. На подлетах к Лос-Анджелесу я впервые в жизни почувствовал что-то очень странное. Как будто бы город звал меня и говорил, что соскучился. Я не знаю, может быть, я жил тут в одной из прошлых жизней, но меня наполнило такой мощной энергией, что я на полном серьезе думал о том, чтобы отменить все наши планы и остаться жить там. Лос-Анджелес — это вам не Нью-Йорк и даже не Майами. Я, побывав в аэропорту Лос-Анджелеса, уже серьезно настроен переехать сюда жить. Мне все, значит, понравилось. Кстати, замечательный контраст между ароматами духов, когда идешь, и чьим-то дерьмом. Ну, как бы от терминала к терминалу можно встретить разные вещи. Вот это вот туалет для собак, это вообще я такого нигде в мире не видел. Потом, ну, вообще, как бы я... Может, выйдем все-таки? Поменяем нахер все планы. Нахер этот аргентинский паспорт. Будем тупо жить в Лос-Анджелесе. Оглядываясь назад, нам с Олей кажется, что это на самом деле было не такой уж и плохой идеей. Но мы проживали далеко не самые свои лучшие финансовые времена и очень переживали, что не сможем позволить себе в Америке тот уровень жизни, к которому привыкли. Так что извини, сынок, возможности на то, чтобы однажды тебе стать президентом мира, мы тебе не оставили. И все-таки улетели дальше. А дальше у нас был самый тяжелый кусок перелета. Мы впервые летели в Латинскую Америку и не подозревали, что рейсы будут заполнены на 100%. До этого момента мы летели в полупустых самолетах и могли спокойно поспать. А следующие 16 часов мы не просто не могли лечь, мы даже не могли ноги вытянуть. На пересадке в Панаме мы немного передохнули и надеялись, что рейс до Аргентины будет посвободнее. Но он тоже был забит, так что в Буэнос-Айрес мы приземлились очень уставшие и разбиты. И первое впечатление о городе было ужасное. Мне вообще казалось, что я вернулся в Москву и еду по старым спальным районам. Мы добрались до отеля, легли спать, а утром пошли изучать окрестности. Веду прямой репортаж для тебя с центра Буэнос-Айреса, совсем скоро родишься. На фоне меня основные достопримечательности данного места. В целом они выглядят реально именно так. Город довольно-таки грязненький. Мы здесь чуть меньше суток, это ночь. И я надеюсь, что мы просто попали в дерьмовый грязный район. Потому что, если честно, после Гавайев дело так себе. Не зря ты там пинался и кайфовал, а здесь ты затихо думаешь: Бернс, ну-ка назад. Вообще посмотрим пока что дальше. Буэнос-Айрес нас не впечатлял. До твоего рождения у нас было еще 1,5 месяца, и мы всеми силами пытались понять этот город. Уникальное мероприятие. Мы сегодня первый раз поехали куда-то в парк в Аргентине. И приехали в 10:59, а парк открывается в 11:00. И это очередь на вход в парк. Я такого нигде в мире не видел, если честно. Тупо очередь. А вход бесплатный при этом. Но по большей части мы впали в реальную глубочайшую депрессию. И за весь следующий месяц я только 2 раза брал в руки камеру. Ну что, мы 3-й день в Буэнос-Айресе. Ну что, мы уже неделю в Буэнос-Айресе. Мы гуляли по городу, заходили в детские магазины, переехали в 4 разных района, но не могли найти место, где бы нам точно захотелось прожить весь следующий год. Пока... Привет всем. Мы месяц находимся в Аргентине. Ничего не снимали при этом, потому что нам было лень. Нам не нравится все. И мы сейчас решили сделать включение, потому что мы едем из Буэнос-Айреса, в котором мы изначально планировали все рожать, в другой город. Такая вот твоя жизнь еще даже не началась. Городом этим стала Мендоса. Это один из крупнейших городов в Аргентине, стоящий у подножия Анд. Что нас и подкупило. Мы, как настоящие ценители природы, не могли жить в бетонных безвкусных улицах Буэнос-Айреса и решили попытать удачу в другом месте. И на 8-м месяце беременности мы поехали на автобусе за 1000 километров от столицы. Короче, если немножко разобраться в причинах того, почему мы решили уехать из Буэнос-Айреса, то причин этих не найти. Нам просто здесь не понравилось. Перед автобусом я подарил твоей маме очередного пингвина в ее коллекцию пингвинчиков.
Мы боялись, что 16-часовая дорога в автобусе дастся нам очень тяжело. Но ты просидел спокойно у мамы в животике и не беспокоил ее весь путь, дав ей очень хорошо выспаться в дороге. В Мендосе мы сразу наполнились энергией, нашу хандру как рукой сняло. Все-таки природа очень важна для нас. Мы все сильнее готовились к твоему появлению. Сразу нашли врача, который в последующем и принимал роды. Звали его Николас. Подружились с местной аргентинской семьей, у которой мы снимали дом, и до сих пор с ними общаемся. И ходили по магазинам, готовясь к твоему появлению. Купили твою первую одежду, кроватку, коляску и все, что тебе было так необходимо в первые дни. А за неделю до твоего рождения мы, наконец, обзавелись машиной. 2 недели еще мы опять не выходим на связь. Нам тут ничего не интересно показывать, рассказывать. Ты вылупишься уже через примерно неделю. Может быть, дней 10 тебе осталось посидеть. Может быть, сегодня, да. Мы наконец-то взяли машину в аренду и сейчас поедем, покажем уже что-нибудь красивое, поснимаем, покайфуем и мы просто начали колесить все окрестности. А прелесть этого города именно в окрестностях. Вокруг на 1000 километров пролегает горная гряда Анд, и Мендоса находится возле самой высокой части этой самой гряды. Город расположен в 300 километрах от чилийской столицы Сантьяго, и мест красивее мы в жизни не встречали до этого момента. Мы почти каждый день до твоего рождения выезжали в горы, чтобы сполна насладиться этими красотами. Ведь мы думали, что когда ты появишься на свет, наше путешествие закончится. Эх, как же мы тогда ошибались. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Невероятно просто. Как я люблю вот эти моменты, когда ты устраиваешь рай для глаз. Столько вдохновения, столько медитации, столько красоты у нас. Такая офигенная планета. 2 дня, короче, до твоего появления. Таймер пошел. Твоя мама подарила мне очки, которые я благополучно потеряю в путешествии через год. Но это уже другая история. В общем, мы приближались ко дню X. Ну что, ты уже родишься совсем скоро. Очень-очень-очень скоро. Я надеюсь, ты подружишься с Манисой, потому что она приедет. И ты, значит, будешь ее, наверное, дергать за хвост, за уши. Но я надеюсь, вы подружитесь. Мы тебя ждем в ближайшее время, пока мы ищем домик, где тебе будет по кайфу тусить. А еще здесь, оказывается, есть скорпионы, змеи-пауки. А ты же, скорее всего, будешь капец какой любознательный, да? Вот это вот лезть ко всем, щупать, жрать песок, бегать голышом. Тебя за жопу укусит скорпион? Может быть. Вот. В общем, какие-то такие мысли. Ждем тебя. Уже готовы принимать, так сказать, в семью маленький пападосик. Добро пожаловать в 6 марта. Это, вероятнее всего, день твоего рождения. Сегодня нас будет доктор вызывать тебя на свет. Еще некоторое время назад невозможно было представить, что можно сказать человеку: это день твоего рождения, когда ты еще не родился, а сегодня уже возможно такое сказать. Что будет еще через 20-30 лет, я вообще не представляю, как мы будем жить, потому что когда рожалась мой отец, когда мой рожался отец, тогда еще даже УЗИ не было. Бабушка, когда рожала, она не знала, что у нее двойня. Она узнала, что у нее двойня в момент, когда она рожает. А сегодня мы уже видели твое лицо, хотя еще даже тебя нету. Поэтому технологический прогресс, конечно, это чудо, волшебство. И вообще сегодня день прекрасный. Мы поехали в госпиталь оплачивать контракт. Потом надо еще смотаться, там узнать, как твоя коляска работает, потому что мы не понимаем. И еще нужно денег подснять чуть-чуть, и все. И потом мы ложимся, чтобы тебя достать, собственно, сделать свободным, настоящим человеком, свободным от
Твоя мама очень боялась родов, но я каждый раз успокаивал ее удивительным фактом. Я ей говорил: Оля, на планете 8 миллиардов человек, и каждый из них как-то ведь родился. Я говорю, интересно, вот это же не может быть настолько страшно и больно, если 8 миллиардов человек только родились, и не все живые ходят. Я же, наверное, не умру. По приезду утром 6 марта в больницу мы планировали заплатить за счет, а потом еще раз сгонять в горы и за кофе. Но нас в тот день никуда уже не выпустили и отправили в нашу палату. Я спал на диванчике и был с твоей мамой каждую минуту рядом. Пока приходили врачи, брали анализы, ставили капельницы и делали всякие вот эти врачебные штуки. А твоя мама очень сильно не любила иголки. Человек, который изобрел иголки, это самый плохой человек на планете. Это были очень эмоциональные сутки. Ты никак не хотел выходить в этот мир. В общем, ночевали мы в госпитале. А утро 7 марта началось очень непросто. Оле с самого утра капали капельницы, которые должны были вызвать роды. Но ты уперся в своем домике и не хотел его покидать. И ее у меня забрали. Она не могла говорить, не понимала уже, что происходит и где она находится. Я никогда до этого не видел твою маму такой. Меня отвели в маленькую комнатку 2 на 2 квадратных метра и оставили там одного. Я не знаю, сколько прошло времени, может 5 минут, а может и час. Восприятие времени у меня просто пропало в тот момент. И вот так я там и сидел, пока вдруг доктор не прибежал ко мне и не сказал, что твоя голова уперлась в стенку матки, и ты не можешь родиться сам, и придется делать кесарево, чего мы очень хотели избежать. Но в этой ситуации у меня не было выбора, и я дал согласие на операцию. Меня провели внутрь, я держал твою маму за руку, и нам дали тебя, маленького, красного, кричащего младенца. Тебя положили Оле на грудь, и мы начали рыдать. От счастья. Это был самый счастливый момент в нашей жизни. Через минуту нас с тобой отвели в отдельную комнату, в которой мне впервые дали тебя подержать. Так что вот наша с тобой первая совместная фотография. Мы стояли там, и нас с тобой не пускали обратно. Мы не знали, все ли в порядке с твоей мамой. Но, конечно же, с ней все было хорошо. Нас двоих отвели обратно в палату, и мы начали привыкать к нашей новой реальности. Я отправил твоему дядю ту фотографию, в ответ он прислал мне вот эту. В больнице мы провели еще пару ночей, а после нас отправили домой. В твой первый и, наверное, самый теплый дом, который у нас когда-либо был до этого. Все, одевайся, дома Жака. Жака. О, вот так вот. Идем ко мне на руки. А мы, кстати, спиртуку не взяли, чтобы ему протирать эти штучки. А. Ну все. Передай привет на камеру. Ты дома. И на этом, я думаю, можно заканчивать это мероприятие в виде homemade cinema. Все. Я бы все отдал, чтобы увидеть те дни, когда рождался я. И именно поэтому я и снимал все это для тебя. Возможно, это видео будет полезно еще каким-то людям, которые тоже летят рожать в Аргентину. Но ценность этого фильма в другом. И я очень надеюсь, что через 30 лет ты поймешь ее истинное значение. Мы любим тебя, сынок. И увидимся в следующем фильме, где я расскажу, как прошел твой первый год в жизни в Аргентине.